предыдущем видео я создавал кластер из одного хоста. Сейчас же я добавлю два новых узла, две ноды, и по умолчанию они будут в качестве воркера. То есть воркер, он не отвечает за управление кластером, на нем только размещаются контейнеры, сервисы, контейнеры, таски. И самое главное, на всех трех нодах должны быть открыты следующие порты. То есть нужно будет настроить firewall. Если он у нас, конечно, включен, то настраиваем первым делом firewall. Также еще одна важная деталь. Если у вас вдруг на хосте несколько IP-адресов, то укажите конкретный IP-адрес, который будет использоваться с форумом для, собственно, подключения к другим узлам кластера. Ну и первое, это, конечно же, нужно будет проверить Docker инфу на каждой ноде. И если сворм не активирован, соответственно, активировать. И, конечно же, нужно будет еще проверить версию Docker на каждом узле, который будет в кластере. И в идеале иметь везде одинаковую версию Docker. Ну, я копирую команду настройки firewall. И у меня будут три ноды. Это VM8, VM4 и VM9. И везде я настрою firewall. И в предыдущем ролике на этой ноде, на этом узле я уже выполнял команду docker swarm init. Соответственно, сейчас у меня уже есть кластер с одной worker и также менеджер нодой. И я говорил в том видео, что тут нам сразу дается команда для того, чтобы добавить в будущем другие узлы в этот кластер. И сейчас, чтобы добавить эти две ноды, я копирую вывод этой команды и, собственно, выполняю на двух остальных узлах. И сразу здесь уведомление. Эта нода добавилась в кластер Swarm в качестве воркера. Делаю то же самое здесь и тот же самый вывод. Так, давайте я сразу продемонстрирую, что воркер ноды не могут выполнять команды. Видите, я пытаюсь сделать docker node ls, но у меня выходит ошибка, потому что эта нода не менеджер, она просто воркер. То есть команды, связанные с докером Swarm, я теперь могу выполнять только на менеджере кластера. Соответственно, менеджер кластера — это у меня первая нода, которую я добавил в кластер еще до этого, в предыдущем ролике. И вот здесь уже я могу сделать docker node ls. То есть у меня была одна нода, которая являлась также воркером, который я кластер сделал до этого. Далее я выполнил команду docker swarm join с токеном, конечно же, и здесь указал IP-адрес уже ноды, которая была в кластере. И у меня появилась вторая нода в качестве воркера. Дальше я выполнил то же самое на третьей ноде, и она также добавилась в кластер в качестве воркера. И когда я выполнил команду docker node ls, я, собственно, увидел все эти три ноды, когда выполнил именно на воркере. Где статус всех нод, доступность. И также я здесь вижу, да, что сейчас у меня один лидер, менеджер, и два воркера. Сейчас в дальнейшем я покажу, как сделать из воркера менеджера, но, в принципе, можно было сделать это сразу. То есть мы можем получить команду, которая join, да, добавляет ноды в кластер, выполнив команду docker swarm join token. И здесь мы можем выбрать либо worker, который по умолчанию идет, либо же менеджер. То есть сейчас давайте я выполню эту команду. Конечно же, ее можно опять-таки выполнить только на менеджере. И, собственно, вот та же самая команда, которую я выполнял. И здесь можно было бы написать менеджер. И если бы я выполнил эту команду на одной из вот этих нод, то она вступила бы в кластер сразу в качестве менеджера. Ну и как теперь сменить, собственно, статус? Сейчас у меня один лидер и два воркера. И дело в том, что для продакшена это совсем неправильная конфигурация. Как я уже говорил, Raft база, да, хранится на лидерах. Соответственно, в моем случае, да, когда у меня всего лишь один лидер, выход из строя этого лидера приведет, собственно, к краху самого кластера.
Поэтому должно быть минимум 3 лидера. Но, конечно, чем больше, тем лучше. Чем больше у вас лидеров, тем, соответственно, больше лидеров вы можете и потерять в кластере. Вообще, когда вы слышите про рафт консенсус, это всегда делается так. Допустим, количество нод делится на 2, это будет, да, 1,5. И округляется в большую сторону, соответственно, 2. То есть для того, чтобы выбрать лидера, когда у вас 3 узла менеджера, нужно как минимум 2 активных, 2 голоса. Ну и я, собственно, поменяю роли, э, используя команду docker not update, роль менеджер для, собственно, хостов. Да? Я выполню эту команду, и у меня будет уже 3 менеджера. Вполне работоспособный кластер. Но в идеале, конечно, как делать? 3 менеджера и еще дополнительно там каких-нибудь 3 воркера, да? Но мы все понимаем, не всегда получается выполнить то, что нужно, то, как правильно, да? Не всегда дает деньги на железо, поэтому можно совмещать менеджера и воркера, в принципе, на одной ноде. То есть менеджер также будет воркером. Так, ну и давайте я пишу docker not update. Опция роль. Пишу менеджер. Ну и для примера выберу сейчас только одну ноду. Все, выполнил. Смотрим Node ls. И видим, что теперь до этого здесь было пусто, значит он не менеджер. Сейчас стало reachable. То есть он теперь менеджер и готов стать лидером при необходимости. Так, ну и давайте сделаю то же самое с VM9. Все, отлично. Сейчас сделаю Node ls опять. И, собственно, здесь опять было пусто. Значит, он был чисто воркером. Теперь reachable также готов стать лидером и сейчас уже является тоже менеджером. Теперь я снова выполню команду docker not ls, которая до этого не выполнялась на VM9, потому что он был воркером. Теперь же, так как он менеджер, я могу, собственно, выполнять такие команды на нем. Так, теперь сервис в кластере. В предыдущем ролике я создавал сервис на одной ноде. Соответственно, когда я делал реплики, все таски создавались на этой ноде, да? Неважно, сколько бы я их там реплик не понаделал, они бы были здесь, потому что, собственно, другого узла и не было. Сейчас же я продемонстрирую создание того же самого сервиса веб с 3 репликами, но уже в кластере из 3 узлов. То есть я выполню эту команду, и, как вы видите, каждый таск разместится на своей ноде. То есть на отдельной ноде. Так как у нас 3 ноды в кластере, реплики 3, соответственно, Swarm поймет, что в идеале нужно создать по одной реплике на каждой ноде. И, соответственно, также по одному контейнеру на хост. И в таком случае, даже если хост теряется, у нас доступны 2. Но это на какое-то время. Мы помним, что Swarm увидит, что desired state 3, а active state 2, и создаст еще один таск где-нибудь. Либо здесь, либо же здесь. Он сам уже решит. Ну и, конечно же, запрос пользователя на любую ноду приведет в итоге запрос в контейнер. Даже если здесь не будет контейнера, он пойдет вот так. Об этом я в предыдущем ролике тоже уже говорил. Так, давайте для начала я посмотрю список сервисов. Docker сервис ls. Так, у меня веб уже существует. Давайте я его удалю. Сервис rm web. Все, отлично, сервиса больше такого нет. Так, я пишу docker сервис create. Пишу количество реплик 3. Пишу имя сервиса web. Прокидываю порты и имя образа докера. Так, Desire 3. Сейчас пока создался только один контейнер. 3 из 3. Значит, сервис у нас поднялся и работает. Ну, давайте выполним docker сервис ps. И здесь я вижу, что первый таск
находится на одной ноде, второй таск на другой ноде и третий таск, соответственно, на третьей ноде. Собственно, произошло то, что я показывал вам здесь. Так, ну и давайте я покажу, что запрос на хост 80 порт откроет, собственно, мне страничку Nginx с одного из контейнеров таска. Так, вот я вбил IP-адрес ноды, на которой размещен сервис, одной из нод, и, собственно, попал внутрь контейнера. Вот, собственно, мой запрос.